Ребята, я снова всех приветствую. Сегодня у нас небольшая работенка. Нужно разрезать вот этот вот компрессор огромный, холодильный, и встроить сюда средство для его соединения обратно. То есть сделать фланцы. Никогда такого не делал, все буду делать на ходу. Будет чисто импровизация, ребят. Зажал в станок, выровнял по индикатору. Нужно немножко подготовить поверхность, сделать более цилиндрическую, потому что здесь сварной корпус. Можете заметить шов. Здесь швы. Компрессор уже разбирался. Ну вот нужно сделать ему фланцы, чтобы можно было туда-сюда его разбирать и собирать. Деталь еле-еле проходит под суппортом. Там буквально 3 миллиметра зазор остался. Также из интересного, зона разреза вот здесь. Но двигать суппорт туда-сюда уже нельзя. Будем делать подачу с помощью малой продольной. Вот так. Ну, по крайней мере, настройку резца вставлю вот сюда. Итак, стартуем, ребят. Все, потихоньку пошел процесс. Для начала собью сварку. Крупные вещи очень интересно обрабатывать. Я еле запер его сюда. Он весит килограмм 40. Очень тяжелый. Ну, идет процесс, ребят. Вон уже видно, металл берет. Не только краску и сварку. Первый проход. Вот так обработала сварку. Сварка мягенькая, не каленая, так что все нормально. Наверное, надо подкорректировать немножко положение. Продавить вот здесь вниз. Потому что как-то здесь больше цепляет. Здесь практически не цепляет. Ну вот и пошел второй проход. Приятно, когда станочек потихонечку работает. Можно кофейка пойти попить. Не, вообще отходить далеко нельзя, ребят. Потому что когда он дойдет до кулачков, может быть беда. Но надо следить в любом случае. Можно концевой выключатель ставить, чтобы подключался. Еще один проходик, ребят. Ну вот что получилось в итоге. Видно, что довольно-таки неплохо выставлено. Везде участками касается. И видно, насколько неровный этот цилиндр после сварки. Ну, токарник, он показывает сотки буквально. Так что тут ничего удивительного нет. Теперь мы добавим, наверное, еще десяточку и сделаем еще один проходик. Прямо токарем, ребята, себя чувствую. Настоящим. Увеличил оборотики и пошел чистовой проход. Все. Снято 4 десяточки. Я думаю, этого будет достаточно. Сварка будет в этом месте. То есть вот эти какие-то маленькие нюансы уже не страшны, но лишнего снимать смысла уже нет. Ну что ж, попробуем разрезать. Такое ощущение, ребят, что уже практически дорезал. Наверное, дальше испытывать судьбу не буду. Доработаю ножовочкой, потому что очень опасно, когда болваночка в 40 килограмм вылетит. Так, отпилил, но что-то оно не собирается вытаскиваться или вытаскивается. Отсоединил обмотки аккуратненько и достаем. Вот оно. Сердце компрессора. Тяжелое. Вот такой рез. Вот такая пыль, ребят. Если б я пилил искрами на себя, вся бы вот эта пыль у меня на пузе была бы. А так пузо нормальное.
Установил заготовку в патрон и буду обрабатывать фланец, делать из нее. Сначала хотел зажать за вот эти стороны кулачками обратными, но, друзья, не помещается, слишком она большая, поэтому придется сначала обработать ее снаружи. Просто прижал к патрону и буду потихонечку по 2-3 мм драть. Так. Ну вот, примерно 3 мм на сторону. Потому что сцепление с патроном не очень мощное, чтоб не провернула деталь. И потихонечку процесс пошел. Поставил мощный резец, мощную пластину, которая выдерживает такие вещи. И вперед. Немножко увеличил скорость. Дело пошло веселее. Подача минимальная. 0,065 мм на оборот. Уже что-то более-менее похожее на заготовочку. Теперь нужно вырезать середину. Делать буду спецрезцом. Заточил вот так из отрезного резца. Так, поехали. Вот середина и ликвидирована. Пробуем, как заходит. Заходит отлично. Так, есть одна деталь. Сразу можно сделать под паранит канавочку. И можно заниматься второй деталью. Пришло время, ребят, сверлить отверстие. На маленький патрон поворотного столика эти детали не становятся. Поэтому я зажал патрончик побольше. Так, в принципе, можно до бесконечности зажимать. И зажму сюда детали. Вот так зажал. Для разметки будет достаточно. Здесь есть шкала. И можно размечать как угодно. Поставлю маркером отметочки. Потом на керню и просверлю на сверлилочке. Вот достаточно просто. После маленьких большие отверстия идут значительно легче. Получилось очень много стружки и две очень горячих детали с большим количеством отверстий. Осталось только, ребят, их приварить, и наш разъемный сосуд высокого давления будет готов. Подготовил поверхности под сварку. Сначала приварю вот этот люк вот сюда, а потом буду приваривать фланцы. Нужно было хорошенечко все зачистить. Зачистил от краски болгаркой. Примерно на 3 сантиметра, на такую величину. Довольно-таки немаленькую. Кстати, наклеечку можно оторвать, чтобы не горело. И будем приступать, ребята. Варить буду тихсваркой. Приварил верхушку. Вот что получилось. Сделал сварку с двух сторон, и внутри, и снаружи. Самая, конечно, красивая получилась вот эта точка. Здесь немножечко перегрелся металл, потому что слой очень толстый, медленно остывает. И я когда веду горелкой, за горелкой он еще красный и окисляется. Теперь нужно здесь обварить, и все будет хорошо. Для того, чтобы их не повело при сварке, соединю болтами. Вот так. Пока идет преображение в мастерской, оборудовал себе вот так вот столик для тихсварочки. И будем заниматься, ребят.
Очень круто получается, ребята. Я не знаю, с чем это связано. Никогда так не получалось. Обратите внимание, нет даже цветов побежалости. Ну, то есть вот здесь кое-где есть. Это я когда отвожу горелку, оно не успевает охлаждаться, и сразу они мгновенно появляются, потому что газ перестает обдувать. Ну, это просто какая-то фантастика, ребята. Обратите внимание, какой шовчик интересный. Теперь вставляю вот этот вот колпак. И нужно его прихватить. Теперь разбираю и все обвариваю. Наделал много прихваток. Снаружи получается вот так. По черному металлу положил первый слой присадки. Сейчас буду делать второй. Положил второй слой присадки. Вот что получилось. Такая вот красота, ребят. Пытаюсь варить техникой хождения соплом. То есть примерно вот такие движения совершаю. Ну, пытаюсь, в общем, ходить. Что-то вообще, ребят, какая-то фантастика получилась. Я такие сварочные швы только на картинках видел, если честно. Положено 3 слоя присадки, потому что очень тонкая она у меня. Я ее сразу по 2 накладывал. И 3 раза по 2. То есть вокруг. Короче, ушло пол пачки. Вот такой вот. Это осталось на нижнюю сторону. Вот туда. Здесь еще не делал. То есть обратите внимание, вот это да. Фантастика какая-то. Вырубаем потихонечку прокладочку из паранита. Маленьким зубильцем. Чик-чик. Такие вот древние пещерные технологии. Так. Ну и теперь снаружи. Ну вот она. Красота. Обточил маленько, теперь подходит идеально. Все, ребят, корпусиночка полностью готова. Вот так оно соединяется болтами. Ну вот и все, ребят, вещь полностью готова. Вот такая вот она огромная получилась. Это будет у нас сосуд высокого давления. Ну, по крайней мере, 30 атмосфер он должен держать. Кому было интересно, ребята, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Ребята, кто еще не подписался, приглашаю вас на мой лайв-канал. Там тоже периодически выходят видео немножко другого формата. Ну, в общем, кому любопытно, интересно, можете подписаться и на тот канал. Ну, а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.